Военный демарш, новый удар союзников Киева, что устроили поляки. Масштабная детонация под столицей, военный завод уничтожен, взрыв в тылу НАТО. Зеленский экстренно предложил Путину перемирие, призыв остановиться, официальное обращение к Кремлю. Тайная эвакуация в Украине, кого и куда вывезли, детали впервые раскрыты. Путин взят под усиленную охрану, работа секретной службы США и ФСО, резонансные параллели. Первые переговоры Зеленский, Лукашенко лицом к лицу, официальное заявление Украины, когда и почему заговорят с Минском. Публичный удар США по России, заявление из Пентагона, контртеррористическая операция в столице, Польша заявила об аресте киллера Кремля, авиационная эскадрилья ВСУ под ударом, ГРУ России пошла в атаку, нападение на военных и новое оружие немцев, а также публичная перепалка из-за Зеленского, который отправил физкульт-привет. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 14 августа на календаре. Давайте начнем. Военный демарш. Варшава готовит крупнейшую в своей истории демонстрацию военной силы, а Киеву в ней места не нашлось. Приглашение на парад 15 августа в честь Дня войска польского Украина так и не получила, сообщили в украинском Минобороны. Торжество ко Дню вооруженных сил соберет около 1800 военнослужащих, более 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов. Свои подразделения в Польшу отправят США, Канада, Австралия, Литва, Эстония, Швеция и Румыния. Самую большую группу выставит Франция с подразделением иностранного легиона. Одновременно в Гдыне и Гданьске развернется морской парад. Более 20 кораблей, фрегаты, корветы, минные тральщики, а украинских военных среди участников не будет. Мощный взрыв потряс целый город. Очередной завод боеприпасов взлетел на воздух. Экстренная ситуация под столицей. Детонация и огненный шар поднялся под Римом. ЧП произошло в Коллиферо, примерно в 60 километрах от итальянской столицы. Завод выпускает боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских систем, а также твердое топливо для аэрокосмических ракет-носителей. Первым загорелся компактор, установка для прессования пороха, пишет Corriere della Sera. Жара и ветер ускорили распространение огня, а пожарные и карабинеры уже находились на месте, когда прогремел взрыв. На территории завода оставалось около 20 работников. Погибших, пострадавших и пропавших без вести нет, сообщает издание. Причина пока устанавливается. Взрыв был мощный, его почувствовал весь город. Ближайший квартал получил незначительные повреждения, кое-где выбиты стекла, как это обычно и бывает. К счастью, взрыв произошел в период, когда предприятие было закрыто, иначе это стало бы трагедией. Контртеррористическая операция в столице. Варшава заявляет о срыве операции Москвы. Россию обвинили в отправке киллера, который должен был ликвидировать гражданина с двойным гражданством, американским и украинским, человека, который связан с военной отраслью и занимается поставками оружия ВСУ, пишет издание РМФ-ФМ. Премьер Дональд Туск заявил, что целью должен был стать человек, которого он назвал неудобным для режима Путина. Киллера задержали перед исполнением заказного убийства, уверяет Варшава. По информации польских журналистов, задержан 29-летний гражданин России, но приехавший из Донбасса. Впервые кто-то по приказу России попытался убить гражданина США на территории другой страны НАТО, в Польше, в Варшаве. И, к сожалению, мы должны исходить из того, что режим Путина будет стремиться устранять неудобных ему людей в разных частях мира. Поэтому мы будем действовать предельно решительно. Зеленский и Лукашенко лицом к лицу. Принципы отойдут на второй план. Киев заявил о возможных переговорах с Минском. Встреча может пройти на высшем уровне, заявил посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор. По его словам, каналы связи между Киевом и Минском сохранились и действуют сейчас. Украинское посольство Беларуси не закрыто, дипломатические отношения не разорваны. Дипломат заявил, контакты с режимом Лукашенко приносят конкретные результаты. Через территорию Беларуси регулярно проходят обмены украинских и российских военнопленных. Организовать их без прямой коммуникации с белорусскими властями было бы просто невозможно, подчеркивают в Киеве. И теперь же в украинской столице не исключают, что контакты могут выйти уже на президентский уровень, и Зеленский встретится с Лукашенко.
Если в условиях войны возникнет необходимость сократить число человеческих жертв или вообще остановить боевые действия, и для этого президенту Украины или кому-то из госслужащих Украины потребуется встретиться с тем или иным противником, либо представителем противоположной стороны, то такие шаги, возможно, будут предприняты. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но если цена этой встречи будет оправдана, в частности ради сохранения человеческих жизней, возможно все. Зеленский предложил Путину перемирие. Киев неожиданно направил Москве предложение: Украина готова прекратить удары по гражданским объектам, если Россия пойдет на такой же шаг, сообщает Рейтер со ссылкой на источник, и речь идет о акватории Черного моря. Предложение уже передали российской стороне через посредника, и теперь Киев ожидает ответа Москвы. Инициатива появилась после нескольких недель усиленных атак на суда и порты и после заявления Украины и России об угрозах глобальным поставкам продовольствия. Рейтер уточняет, из-за российских ударов многие судовладельцы перестали заходить в порты Одесской области, вынудив Украину экстренно искать альтернативные маршруты для вывоза зерна. Россия публично не стала сразу комментировать эту информацию. До публикации сообщения Рейтер заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не получала официального предложения о прекращении огня в Черном море. По словам Грушко, в последнее время Москва слышит множество призывов к различным мораториям и перемириям. Он заявил, что подобные идеи поступают по различным каналам, однако никаких официальных предложений российская сторона не получала, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. Нападение на российских военных на подконтрольных России территориях продолжается операция по ликвидации представителей ВС РФ, пишут медиа. Второй случай за 2 недели после взрыва в московском ресторане. На этот раз убит капитан первого ранга. Его подорвала россиянка. Задержанная призналась в ликвидации и, как уверяют российские СМИ, отказалась раскаиваться. В Севастополе в результате дистанционного подрыва, как утверждает ряд осинтеров, был убит капитан первого ранга Черноморского флота РФ Роберт Шагеев, ранее служивший в ВМС Украины, но в 2014 году он перешел на сторону России, был командиром подводной лодки «Запорожье». ФСБ подтвердила гибель военного и уверяет, это операция спецслужб Украины, но исполнительница россиянка Маргарита Реут. По данным следствия, на допросе она призналась в организации взрыва и заявила, что получила за это оплату в криптовалюте. Ранее Реут уже привлекали к ответственности в России. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ. Украинская сторона публично не подтверждала причастность своих спецслужб к этому подрыву. В то же время под каток критики попал назначенный Россией губернатор Севастополя Развожаев. Он пафосно поблагодарил спецслужбы за молниеносный арест девушки, но при этом ни слова не написал о том, что спецслужбы не предотвратили это нападение. Спасибо сотрудникам ФСБ за четкую, профессиональную и молниеносную работу. Враг должен понимать, в Севастополе спрятаться или уйти от возмездия не получится ни у кого. Тайная эвакуация из Киева и не только. Зеленский впервые раскрыл детали масштабной операции, о которой власти прежде предпочитали публично не говорить. Находясь с визитом на западе Украины, он заявил, что из регионов, оказавшихся под угрозой оккупации и российских ударов, в Карпатский регион релокировали важные предприятия и эвакуировали специалистов. Речь о военно-промышленном комплексе страны. Киев признал, часть стратегически важной промышленности страны вывели из наиболее опасных районов и разместили на западе Украины. Теперь Киев намерен превратить Карпатский регион не только в защищенный промышленный тыл, но и в крупные инвестиционные центры. Зеленский уже анонсировал международный саммит с участием представителей 8 стран. Очень важен весь Карпатский регион, в который, опять же, из-за того, что у нас здесь есть съемки, не будем об этом говорить, но который релокировал очень важные вещи, важные предприятия, важных специалистов в разные области нашего Карпатского региона. И это действительно сохранило силу оборонно-промышленного комплекса, силу, в принципе, производства Украины из той части Украины, где временно оккупировал враг и бил по нашим соответствующим предприятиям. В Ивано-Франковской области во время визита Зеленский отличился не только этим заявлением. В сети активно обсуждают его «физкульт-привет». Он показал, что умеет со штангой, стрелял из лука и играл в настольный теннис. Все прошло в рамках спортивных соревнований. Кадры, как всегда, вызвали волну комментариев. Есть как восхищенные президентом, есть и с иронией. Зеленскому вспоминают его любимую фразу:
потужно, то есть мощно. Путин взят под усиленную охрану. Тайные поезда, двойные кабинеты и ложные кортежи. Американские медиа раскрыли, как ФСО скрывает перемещение лидера Кремля. Нью-Йорк Таймс проводит параллели между работой секретной службой США, которая занимается охраной Трампа, и Федеральной службой охраны, которая отвечает за жизнь Путина. В материале упоминаются недавние действия американцев, которые устроили секретный пересадочный маневр Трампа на президентском борту в Турции. Речь об информации о том, что Трампа собирались убить иранцы, а поэтому он был эвакуирован со своего Air Force One и его перевозили в контейнере с продуктами. Так вот, автор материала пишет, что для американского президента это ошеломляющая уловка, а для Путина условно обычный вторник. В материале говорится, что секретность вокруг Путина достигла такого уровня, что журналисты пытаются определить реальное время его встреч по мелким деталям в кадре, вплоть до состояния растений в президентском кабинете. По данным расследователей, для Путина оборудованы практически одинаковые кабинеты в разных резиденциях, а встречи могут записываться заранее и выходить в эфир спустя дни или даже недели, создавая иллюзию его постоянной активности. Отдельная система безопасности, как утверждается, построена вокруг бронированного президентского поезда со специальными станциями и закрытыми ЖД-ветками возле нескольких резиденций. Цитирую. В 2023 году перебежчик из российской спецслужбы, аналогичной секретной службе США, ФСО, заявил, что Путин использует железнодорожный транспорт, чтобы избежать отслеживания. Утечка документов показала, что секретный бронированный поезд, оборудованный под офис президента, замаскированный под обычный пассажирский поезд, но оснащенный спортзалом, спа-салоном и спецсвязью, использовался лично Путиным. На фоне участившихся атак беспилотников Путин был взят под усиленную охрану. Источники издания допускают, что даже некоторые огромные кортежи в Москве используются как ложные цели, и Путин в них вообще не находится. Расследователи считают, что вся эта система нужна не только для физической защиты Путина, но и для создания тщательно контролируемого образа лидера, который постоянно находится на месте и управляет происходящим, говорится в материале. Авиационная эскадрилья ВСУ под ударом. Операция ГРУ РФ в тылу Украины. Киев обвинил Москву в охоте на истребители F-16 и Мираж-2000. Украинская служба безопасности заявляет о задержании украинского военного, а также ряда других лиц, которые сотрудничали с Россией. По данным следствия, в группу входили 14 человек, а ключевым фигурантом оказался львовский администратор телеграм-канала об авиации. СБУ заявляет, что он в темную привлек 13 своих подписчиков, живших неподалеку от аэродромов и имевших качественную фототехнику. Под видом подготовки материалов для авиационного телеграм-канала они фотографировали аэродромы, боевые самолеты, экипажи, технический персонал. Все данные после передавались в Россию. Сбор фотографий оказался не единственным каналом утечки. СБУ утверждает, что агент получал и передавал российской стороне графики вылетов и посадок авиации. Причем источником этих сведений оказался командир авиационной эскадрильи ВСУ, который, по данным следствия, по собственной инициативе сливал информацию. Публичный удар по гордости России. Министр войны США высмеял оружие, которое Москва представляла как защиту от американской авиации. Российская ПВО не смогла защитить Каракас, заявил Пит Хексет на встрече с военными в Панаме. Не справилась, по его словам, и кубинская охрана, которая должна была защищать Николаса Мадуро. Теперь россиян и кубинцев выдворяют из Венесуэлы, утверждает глава Пентагона. Эти провалы россиян и кубинцев он представил как доказательство нового расклада сил в регионе. Россияне, кубинцы и иранцы утрачивают позиции в Венесуэле. Страны региона сближаются с Соединенными Штатами и присоединяются к антикарательной коалиции. Они понимают, на чьей стороне преимущество сил, особенно в западном полушарии. Это касается и Кубы. Напомню, Хексет высмеивает российское ПВО из-за того, что в январе этого года, когда американцы устроили захват Мадуро и высадились в Венесуэле, российские системы С-300 и БУК-М2 не были подключены к радарам и не работали как единая сеть, писала тогда Нью-Йорк Таймс. Часть установок оставалась на складах и, возможно, годами находилась в нерабочем состоянии. Обслуживать комплексы было некому. Российских специалистов и запчасти Москва перебросила на войну против Украины, уточняла издание.
Удар на полном ходу. Германия показала новое оружие. Концерн Rheinmetall превратил военный грузовик в мобильную пусковую установку для дронов «Камикадзе». Баражирующие боеприпасы FU-014 успешно запустили прямо во время движения машины. Контейнер вмещает до 18 аппаратов, дальность до 100 км, время полета до 70 минут. Дроны ведут разведку и поражают технику или инфраструктуру. Аппараты могут атаковать роем, перегружая систему обороны противника, сообщила Rheinmetall. Система управляется с помощью удобной наземной станции при постоянном участии оператора. Это позволяет оператору обнаруживать и сопровождать цели, наносить точные удары и при необходимости прекращать выполнение задания, реагируя на изменения оперативной обстановки. Украина экстренно запросила помощь у НАТО. Запрос 1. Разминирование. Его подала Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В списке 19 видов техники и снаряжения для саперов. Украина просит защитные костюмы, приборы для поиска мин, специальный транспорт и камеры для осмотра опасных объектов. Координационный центр НАТО уже обрабатывает заявку и собирает предложения от стран, готовых помочь. Кто именно передаст оборудование и когда оно поступит в Украину, пока неизвестно, а масштаб работ огромен. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, потенциально опасными в Украине остаются около 150 тысяч квадратных километров. Это почти четвертая часть территории страны. Перемирие будет или нет до ключевой даты несколько дней, но стороны посылают противоположные сигналы. Вокруг сделки США и Ирана одни говорят о ее продлении, другие грозят войной на годы. Анадолу со ссылкой на источники в правительстве Пакистана сообщает, США и Иран якобы согласились продлить договоренности о перемирии после 17 августа. Не определен только новый срок, однако высокопоставленный иранский источник Рейтер это опровергает. По его словам, переговоров о продлении вообще не было. Тегеран требует, чтобы Вашингтон сначала вернулся к июньскому соглашению и выполнил свои обязательства. Одновременно главный советник командующего КСИР Мохаммед Реза Нагди заявил, что Иран готов воевать с США годами. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски. Напомню, что в начале выпуска я всегда озвучиваю дату. И если вы сейчас не видите новых выпусков, ищите их вручную. До встречи!